Ubisoft – компания, известная практически каждому игроку в мире. Том Клэнси, Assassin's Creed, Far Cry, Принц Персии – все это ностальгические воспоминания по интересным и захватывающим приключениям из детства. Но сейчас это компания скандалов, конвейерных игр и багетов у всех старых фанатов. Однако давайте посмотрим на всю ситуацию под увеличительным стеклом, оценим, что происходит с Ubisoft в последние годы и чего нам ждать в будущем. Для тех, кто не знает, Ubisoft Entertainment основали в 1986 году 5 братьев Геймо, так что история у компании богатая. 7 поколений консолей, уже 8. Попытки поглощения крупнейшим медиаконгломератом Франции Vivendi, 4 рецессии, а теперь еще и мировая пандемия. Все мы прекрасно помним хорошие игры от Ubisoft, которые дарили нам множество эмоций и забирали выходные из нашей жизни. Сейчас у компании явно не все так хорошо, и очевидно наблюдается спад оригинальных идей для игр. Все-таки не просто так сейчас у Ubisoft репутация конвейера блокбастеров. И хотя в компании сами это уже давно понимают, вот так по щелчку пальцев эту ситуацию изменить не получится, как того хотят и игроки, и управляющие менеджеры. Напомню, что после провального старта Ghost Recon Breakpoint сама Ubisoft стала просить разработчиков добавлять в игры уникальные идеи, что, согласитесь, звучит очень странно. Да, для нас с вами было бы очень приятно видеть больше оригинальности в играх, но для самих разработчиков это звучит дико, словно прийти к художнику и сказать ему «создай мне шедевр». Конечно, сама идея сделать ставку на уникальные механики в играх хорошая и пойдет на пользу как игрокам, так и самой компании. Но после стольких лет штамповки игр с минимальным набором изменений, нужно понимать, что плоды изменений политики разработки мы увидим даже не в следующем году. Однако все это не значит, что в данный момент у Ubisoft все плохо с финансовой точки зрения. За 2019-2020 финансовый год выручка компании составила более 1,5 миллиарда евро, хотя это примерно на 14% меньше, чем за прошлый год. Но несмотря на то, что в последнем квартальном отчете 2019-2020 года компания понесла убытки, за первый финансовый квартал этого года доходы вновь в плюсе, а отчет был представлен еще до выхода Watch Dogs Legion и Valhalla. При этом продажи игр на ПК сейчас составляют около 27% от продаж на всех платформах, так что пренебрежительно французы на ПК-бояр уже точно смотреть не будут. Но давайте уже вернемся к основной теме. Все-таки мы тут в игры играем, а не акциями торгуем. Надо было брать перед сентябрьским Ubisoft Forward. Как бы мы ни пытались жаловаться на то, что каждая новая игра Ubisoft построена по принципу «купи сейчас, а вот тебе еще внутриигровой магазин, а через полгода не забудь купить DLC, а потом еще одно», но на этом компания и живет. А на примере Assassin's Creed Odyssey и Rainbow Six Siege мы видим, что это работает, так как эти игры стали самыми доходными для компании. Например, в Siege, несмотря на отток старых игроков, новичков все же приходит больше. По последним отчетам, там уже зарегистрировано более 50 миллионов игроков. А Odyssey разошелся на 50% лучше Origins, так еще и микротранзакции на одного человека выросли более чем на 100%. Так что можете не ждать изменений в финансовой политике, микротранзакции и DLC с персонажами в играх Ubisoft надолго. Не стоит забывать и о внутренней ситуации в компании, которая далеко не способствует быстрым переменам. И дело не только в летней череде увольнений сотрудников, о которой мы поговорим чуть позже. В самом игровом подразделении Ubisoft словно происходит раздор между руководством и разработчиками. Взять, к примеру, проект Avalon, игра, разрабатывавшаяся под руководством Майка Лейдлоу, одного из создателей серии Dragon Age. Изначально предполагалось, что игра будет включать боевую систему ближнего боя, а также использование магии в мире полном легенд. Также в нем был многопользовательский мир, подходящий для кооператива, как в Monster Hunter. Однако работа над игрой тормозилась, что стало неожиданностью даже для самих сотрудников. Оказалось, причина застоев стояла в том, что Сержу Хаскоэту, который на тот момент являлся главным креативным директором Ubisoft, не пришелся по душе фэнтези-сеттинг. Хаскоэту были ближе блокбастерные франшизы вроде Far Cry и Assassin's Creed. Он не был поклонником жанра фэнтези и установил чрезвычайно высокую планку для команды Avalon. И мнению одного человека доверяло все руководство Ubisoft лишь потому, что Хаскоэта считали ответственным за успех формулы открытого мира, которая превратила франшизы компании в блокбастеры. Сам же Лейдлоу несколько раз предлагал альтернативные варианты. Научная
научная фантастика, древняя Греция, но топ-менеджер был непреклонен. Как итог, Avalon отменили в конце прошлого года, а чуть позже студию покинул и сам Лейдлоу. Непонятно дела обстоят и с Beyond Good and Evil 2. Игра в разработке уже около 13 лет, но все, что мы имеем, это тизер в 2008 и трейлер в 2017 со стримом от разработчиков. А в сентябре идейный вдохновитель серии Мишель Ансель и вовсе объявил об уходе из игровой индустрии. И теперь непонятно, что будет с самим проектом. То ли разработку свернут вовсе, то ли под руководством управляющих менеджеров силой дотащат до релиза. К тому же, если верить статье, опубликованной французским издательством Libération, в которой журналисты взяли интервью у разработчиков и бывшего гейм-директора Beyond Good and Evil 2, Ансель описывается коллегами как хаотичный тиран, из-за проделок которого страдают все вокруг. То он называет одного человека гением, а на общем собрании смешивает с грязью, то бежит жаловаться Иву Гиймо, если кто-то из младших менеджеров начинает руководить своим этапом разработки не так, как он хочет. И также очередными неприятными событиями стали те самые чистки внутри студии, о которых я упоминал ранее, связанные с сексуальными домогательствами. В ходе них из Ubisoft попросили и креативного директора Сержа Хаскуэта, и управляющего директора канадских студий Яниса Малата. А в дальнейшей череде расследований ушли из компании креативный директор Assassin's Creed Valhalla Ашраф Исмаил, ранее ответственный за Black Flag и Origins, и вышеупомянутый Мишель Ансель. Понадеемся, что новая внутренняя политика пойдет компании на пользу. Ну а теперь перейдем к самим играм. В этом финансовом году Ubisoft обещали нам 5 крупных игр, так что давайте посмотрим на те, что уже вышли, и на те, которые ожидаются, если, конечно, не переносы. Начнем мы с Watch Dogs Legion. Если кто не следил за игрой, то скажу, что ее переносили с марта на октябрь, по заявлениям разработчиков, для того, чтобы отполировать основную механику игры, суть которой играй кем хочешь. В новой части серии основной фишкой стало отсутствие главного героя как такового. Вы можете играть хоть за простого тинейджера, хоть за бабулю-пенсионера. Углубляться в разбор игры я не буду, иначе видео может затянуться. Скажу, что в этот раз из игры вновь вышел крепкий среднячок, как и с предыдущими частями. Безусловно, в игре есть хорошие нововведения и видно, что серия не стоит на месте, но продвижение идет далеко не семимильными шагами. Впрочем, продажи игры говорят о том, что возможность выбирать самим, за кого играть, нравится игрокам гораздо больше, чем тинейджер-хипстер с флагами воображения на фоне. За первые дни продажи новой части только в цифровом виде составили 1,9 миллионов экземпляров, в то время как продажи второй части за 2 недели составили только 432 тысячи копий. Хорошо обстоят дела и у Assassin's Creed Valhalla. Конкретных цифр Ubisoft не раскрывают, но по их же собственным словам игра стала самой продаваемой из всей серии за первую неделю, а значит продажи точно превышают результат в 3,5 миллиона копий, который был у Assassin's Creed 3. Но в самой игре ситуация схожа с Watch Dogs Legion. Приятные изменения в виде улучшений ролевой системы, похорошевший открытый мир с точки зрения дизайна, конечно, радуют, но игра все так же выглядит как рескин Origins и Odyssey. Вообще, в последних проектах судьба серии довольно странная. Уход от сюжетной основы с небольшим миром в сторону ролевой системы под влиянием третьего Ведьмака позволил вдохнуть в серию новую жизнь, но тут же начались новые топтания на месте, как это было и с Brotherhood, Revelations, Liberation, творческий Degradation. Также непонятно, почему все это до сих пор называется Assassin's Creed. С каждой новой частью от ассасинов и тамплиеров в игре остается все меньше, а связи с событиями в 21 веке еще со времен Black Flag в сюжете совсем немного. С одной стороны, можно понять Ubisoft, ведь кто просто так откажется от известной на весь мир франшизы, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы они в таком случае не забывали и об истоках серии. Возможно, с уходом Хаскуэта, который держал серию в нынешней форме ролевой игры с открытым миром, у разработчиков появится больше свободы для фантазии, и через пару лет мы увидим совсем другой Assassin's Creed. Кстати, немножко не в тему, но интересные размышления, которыми я хотел с вами поделиться. В начале Assassin's Creed Valhalla нам дают выбрать пол нашего героя, но также есть возможность дать анимусу самому выбрать пол в зависимости от того, чей генный сигнал сильнее. То есть на практике в течение игры пол главного героя будет меняться в зависимости от того, на каком вы моменте сюжета. При этом мы помним, что анимус дает доступ к памяти предков внутри ДНК, то есть по итогу главный герой независимо от пола один и тот же человек. Получается, что наш персонаж трап гермафродит? Ну нахер.
Но давайте уже пойдем дальше. Следующими играми, которые по идее должны были увидеть свет в этом финансовом году, являются Rainbow Six Quarantine и Far Cry 6. Но компания официально перенесла эти проекты, и теперь раньше апреля следующего года мы их не увидим. Причиной, как всегда, называют мировую пандемию. Но если с Far Cry 6 все более-менее понятно, недавно на сайте Microsoft Store появилась новая дата релиза, 26 мая 2021, хотя кроме 2 трейлеров по игре больше ничего и нет, даже маленьких геймплейных отрезков, то с датой выхода Quarantine все очень глухо и непонятно, что вообще сейчас творится с игрой, так как новостей по ней не было уже очень давно. И последняя игра, которую обещали Ubisoft, это Gods and Monsters, ныне известная как Immortals Phoenix Rising. На момент написания этого текста игра еще не вышла, так что судить о ней пока что можно только по рецензиям от игровых журналистов. Но не надо далеко ходить, чтобы по одним геймплейным роликам и рассказам разработчиков стало понятно, что компания запланировала сделать собственную Зельду и перетянуть себе часть аудитории, только теперь в мир греческой мифологии. Интересно, на что рассчитывают Ubisoft, когда на рынке уже появился конкурент посерьезнее в виде Genshin Impact, которая уже имеет одно серьезное преимущество, что бы там ни придумали французы. Она бесплатная. Впрочем, если судить по рецензиям, Ubisoft удалось создать хорошую игру, но, как и китайцам, не ту самую Зельду, которой они вдохновлялись. А значит, японцы на этом фронте все еще не превзойденные. И вот вам еще один забавный факт. По слухам, переименование игры с Gods and Monsters в Immortals Phoenix Rising было связано с иском от владельцев торговой марки Monster Energy. Да-да, тех самых энергетиков. Звучит, конечно, странно, ведь мы уже видели их в Death Stranding, да и на всяких киберспортивных турнирах часто можно видеть их рекламу. Но причиной такого иска называют как раз опасения, что часть внимания аудитории к их бренду может уйти после релиза игры. Сами Ubisoft такую информацию отрицают и говорят, что смена названия связана с видением игры, но скорее всего компания просто не хотела тратить время в суде, так что теперь имеем, что имеем. Итак, мы поговорили о 5 крупных играх, которые нам обещали Ubisoft. По итогу не все обещания будут сдержаны, но сейчас время непредсказуемое и пандемия не дает расслабиться. Можно было бы еще обсудить поподробнее другие проекты, вроде ремейка Принца Персии или Skull and Bones, но с обеими играми пока слишком много вопросов, так что о них кратко. С ремейком Принца Персии сказать об объеме изменений и качестве, кроме визуального, сложно, пока не поиграешь. Да и вообще на проект можно было бы закрыть глаза и разве что поностальгировать тем, кто играл в оригинал, но свежий ремейк Demon's Souls задал новую планку качества, показав, как надо привлекать новых игроков в старые игры. А вот со Skull and Bones, похоже, все не очень хорошо. Для тех, кто не знал, скажу, что это многопользовательская игра про морские сражения пиратов, а сама механика игры уходит корнями еще в Assassin's Creed Black Flag. Так вот, по информации от инсайдеров, игра давно находится в производственном аду. Ее уже несколько раз переделывали с нуля и штормит ее покруче, чем на 9-м вале Айвазовского. Так что ее нынешний статус также непонятен, хотя разработчики обещают, что новости по игре появятся в следующем году. А что вы думаете о последних играх Ubisoft? Поделитесь своим мнением в комментариях и расскажите, как вам уже вышедшие проекты и какие вы ждете в следующем году. Ну и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вам понравилось видео. А с вами был Келмар и моя большая благодарность за поддержку в комментариях к прошлому ролику. Не болейте и скоро увидимся!